Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio, и это видео полное руководство по установке Python на Windows. Записав уроки о том, как решать проблемы, связанные с Python или пакетным менеджером pip, оказалось, что установить Python просто, но сделать это правильно — это совсем другая история. Поэтому в этом видео мы с вами установим пошагово Python на наш компьютер, причем обратите внимание, неважно какая версия Python вам нужна или какая у вас Windows. Схема установки остается той же, и мы во время установки будем рассматривать подробно, почему и как правильно нужно делать. Переходим с вами на сайт python.org и открываем страницу Welcome. Закрываем все всплывающие окошки и переходим на вкладку Downloads. И здесь мы видим ссылку на скачивание последней актуальной версии Python для Windows. И обращаю ваше внимание. Сейчас вышел язык Python, постоянно поддерживается и усовершенствуется. И сейчас вышла последняя версия 3.9. 3.9.1 буквально пару дней назад от этого видео. И обращаю ваше внимание, нажимая на эту вкладку, на ссылку для скачивания, вам будет предоставлен для скачивания, обратите внимание, Python 3.9.1 AMD 64. То есть это для 64 разрядной системы. Разрядность своей системы вы можете посмотреть по свойствам компьютера. Или же просто, если у вас Windows Home, домашняя базовая, то значит у вас 32-разрядная система. Если у вас Windows Pro, то у вас 64. Вы в принципе можете сохранить и скачать именно этот установщик. Но также обратите внимание, что Python версии 3.9 уже не поддерживает установку на Windows 7. Что же тогда делать, если у вас Windows 7 или вам нужен какая-то другая версия Python, к примеру, для поддержания уже существующего какого-то проекта и так далее. Переходим в Downloads All Releases и листаем вниз. Вы можете скачать любую версию Python, которая была когда-либо выпущена. И обратите внимание, здесь первая таблица, то есть Python версии 2.7. Уже закончена его поддержка и разработка, он используется для поддержания уже существующих каких-либо проектов на Python версии 2. Python версии 3.9 и 3.8 находится в стадии bugfix, то есть на стадии тестирования и исключения багов и всего прочего, что еще там присутствует. И Python версии 3.7 и 3.6 уже стабильно работает. То есть, к примеру, в данном видео мы с вами установим все-таки Python 3.9. Но для тех, кто только начинает изучать Python, можете устанавливать 3.9 или выбрать версию 3.7. Где это сделать? Найти установщик, который подойдет именно вам. Листайте еще чуть-чуть ниже. Python 3.9, версия 1, скачать. Далее здесь Python 3.7.9. И здесь где-то ниже Python версии 2.7. Вот она, 2.7.18, если она вам необходима. Итак, еще раз определяемся с версией 2.7. Это для поддержания проектов. На YouTube, кстати говоря, все уроки написаны на Python версии 3. У меня лично на канале уроки там используется Python 3.8, но еще раз на всякий случай не имеет никакого значения, какой версии Python 3+ вы установите в данный момент. То есть 3.9, 3.8, 3.7 или 3.6. Ничего существенного меняться там не будет. Установив любой из этих питонов, вы без проблем сможете обучаться программированию на Python. Но мы в данном случае давайте установим Python версии 3.9. Повторюсь, на Windows 7 он работать не будет. Для Windows 7 устанавливайте более ранние, 3.8 или 3.7. Переходим на ссылку Download и листаем здесь вниз. Итак, здесь вот ссылки на установку. И теперь обращаю ваше внимание, установщики для разных Windows по разрядности. К примеру, Windows Installer 32 бит, это если у вас 32-разрядная система. Или Windows Installer 64 бит, если у вас Windows Pro 64-разрядная. У меня сейчас стоит здесь Windows 10 32-разрядная, поэтому мы нажимаем сюда и сохраняем установщик. Пусть будет это на рабочий стол. Так, после завершения загрузки закрываем браузер и запускаем установщик. И теперь, внимание, очень важные нюансы начинаются. Запустившись, установщик предлагает нам варианты для установки нашего Python на Windows.
Смотрите, вот это автоматическая установка. Очень сильно не рекомендую ее использовать, потому что в данном случае, обратите внимание на этот путь, Python будет установлен в локальную папку конкретного пользователя. И зачастую, установив сюда Python, потом возникают ошибки, потому что здесь присутствует кириллица в пути, путь сильно длинный. Менялось имя пользователя компьютера и так далее, потом в работе с Python могут возникнуть разнообразные ошибки, связанные с этим. Поэтому мы будем использовать ручную установку. И здесь нам необходимо обязательно поставить вот эту галочку. Add Python 3.9 to patch. То есть установить данные, где находится сам интерпретатор Python, в какой папке. Для Windows, потому что нам придется запускать файлы Python, и Windows должна знать, где найти наш интерпретатор. Что такое переменная среды patch? Давайте сразу на нее посмотрим, чтобы понимать, о чем идет речь. Заходим в пуск по компьютеру правой кнопкой, свойства. И здесь ищем, неважно какая у вас Windows, там все это есть, дополнительные параметры системы. Так, дополнительные параметры системы. Заходим на эту вкладку. И здесь ищем переменные среды. Обратите внимание, вот все переменные среды. Что это такое? Это те пути к разнообразным файлам, при помощи которых Windows осуществляет поиск программ, которые можно запустить на исполнение. В том числе Python относится к ним. Вот есть переменная среды patch. Раз, здесь в локальных переменных пользователя конкретного. И есть переменная среды patch общая, относится к системным переменным. Вот здесь или здесь должны появиться пути к интерпретатору Python. Именно для этого мы устанавливаем здесь вот эту галочку. Итак, это мы пока что закроем, она нам еще пригодится сейчас для понимания, как же именно работает Python на Windows. Поставили здесь галочку, нажимаем Customize Installation, то есть ручная. И здесь открывается следующее окно. То есть у нас установится документация, пакетный менеджер pip. Это именно тот менеджер, при помощи которого скачиваются дополнительные библиотеки с сайта по IP через командную строку. Обязательно здесь должна быть эта галочка. Устанавливается также стандартная среда разработки, то есть текстовый редактор idle, в котором вы, собственно, и будете писать код. Так, Test Suite, в общем, все это мы оставляем. Все эти галочки должны быть включены. Нажимаем Next. Далее, вот эта кнопка. Install for all users или не for all users. Что это значит? Если вы установите здесь галочку «Установить для всех пользователей», то данные о том, где находится интерпретатор, добавятся в переменную среды patch системной переменной. Это значит, что пользоваться Python смогут все пользователи данного компьютера. Если вы уберете здесь эту галочку, то Python добавятся данные о том, где установлен Python в переменные среды конкретного пользователя, и тогда запускать Python файлы сможет только этот пользователь. Выбирайте сами, но рекомендую install для всех пользователей. Так, опять это мы закрываем. Все эти галочки мы оставляем. Вот эти две нам не нужны. Далее, куда же именно установить Python? Данный путь установки, который сейчас предлагается, подойдет только для личного использования на своем компьютере, так как у него есть один недостаток. Папка Program Files является системной директорией, поэтому устанавливать, то есть скачивать дополнительные модули к вашему Python при помощи пакетного менеджера pip придется с командной строки от имени администратора, то есть напрямую из скрипта это делать не получится, так как там нет режима администратора. Поэтому я предлагаю устанавливать его в корень диска C. Что это значит? Заходим в компьютер, диск C, и прямо здесь создаем новую папку. Так, создать папку, и даем ей имя вот такое вот. Сейчас Python 39-32, то есть версия 3.9 на 32 разрядной системе. Или, к примеру, 64, если у вас 64 разрядная система. Так, переименовываем эту папку. Так, Python 39-32. И сохраняем все. И в эту папку мы сами сейчас установим наш Python.
Закрываем, нажимаем здесь Browse и ищем. Так, этот компьютер, локальный диск C, и выбираем Python 3932. Нажимаем ОК. Вот такой вот путь у вас должен получиться. Это и есть правильная установка Python. В таком режиме у вас все должно работать отлично. И нажимаем Install. И сейчас происходит установка. Сейчас установится сам интерпретатор. То есть та часть, которая будет исполнять написанный вами код. И загрузятся все библиотеки, которые необходимы для его работы. И установится стандартный текстовый редактор Idle, в котором вы, собственно, и будете писать код. Или вы можете перейти на более расширенную среду разработки. Но для новичков я буду рекомендовать использовать именно Idle. Итак, ждем, пока все установится. Итак, наша установка успешно завершена. И обратите внимание. Здесь может быть сообщение о том, что превышена длина переменной среды patch. На него нужно, если у вас такое окно здесь появилось, на него нужно нажать и разрешить эти изменения. Итак, закрываем. Наш Python установлен. Давайте проверим. Залезем в переменные среды. Так, patch. Кликаем по ней и смотрим. Вот смотрите, у нас добавились пути C Python 3932 и Python 3932 Scripts. По этому пути у нас будет вызываться интерпретатор из командной строки, а по этому пути у нас будет вызываться пакетный менеджер pip для загрузки и скачивания дополнительных модулей с сайта по IP. Итак, все нормально. Если у вас здесь они не появились, вы их можете добавить сюда вручную. То есть, если у вас Windows 10, просто создать и добавляете новый путь. Если у вас Windows 7, то там необходимо писать через точку с запятой, без пробелов, дополнительные пути. Итак, они у нас добавились. Окей. Все это закрываем. Давайте посмотрим на наш Python. Заходим в компьютер, диск C, папка Python 3932. Заходим в нее. Вот все файлы нашего питона. И вот он, Python.exe, ярлык его запуска. Давайте запустим командную строку по рабочему столу. Зажимая Shift, нажимайте правую кнопку мыши и открыть PowerShell или командная строка. Запустившись, так, давайте я ее сейчас поменьше сделаю. Так. Ярлык запуска Python .exe называется Python. Поэтому мы здесь в командной строке PowerShell записываем. Проверяем, как все работает. Python. И нажимаем Enter. И у нас запускается интерпретатор Python такой-то версии. И он уже ожидает команды. Давайте дадим ему простую команду для проверки его работоспособности 2+2. Нажимаем Enter, он нам выдает результат. Чтобы выйти из интерпретатора, вводите quit. Открывайте, закрывайте скобки, нажимаете Enter. Все, мы вышли из интерпретатора Python. Теперь, второй момент. Тоже очень важный. Пакетный менеджер pip, который нужен для того, чтобы с сайта по IP скачивать дополнительные модули. Давайте на него посмотрим. Он у нас находится в папке Scripts. Pip, pip3 и pip3.9. В чем разница? Если у вас установлен один питон, вы просто здесь в PowerShell записываете pip, install и так далее. Об этом потом. Мы сейчас просто проверяем, все ли работает. Pip и нажимаете Enter. И как хорошо, что возникла такая ошибка. Это, назовем так, особенности Windows. Если у вас вдруг возникла ошибка, то тогда в таком случае вы просто записываете следующую команду. Вместо pip вы пишете Python -m pip и запускаете. В данном случае pip исполняется как скрипт Python, и все работает корректно. То есть высвечиваются команды, которые вы можете дать пакетному менеджеру pip. Если вы только устанавливаете Python для начала обучения, пакетный менеджер pip вам пока что не нужен. Мы просто проверили, как он работает. И по поводу того, почему здесь их три, если у вас один Python, вы будете использовать просто pip, install и так далее. Если у вас Python версии 2 и Python версии 3, то вы соответственно используете, например, соответствующий pip3 или pip2 из другого питона, или у вас несколько версий питона 3, то есть 3.9 и 3.8, то соответственно вы запускаете соответствующие пакетные менеджеры.
А теперь о том, как начать работать с Python. Создаем текстовый документ и меняем ему расширение на py. Так, текстовый документ, давайте назовем его стандартно тест, меняем расширение txt на py. Нажимаем Enter, разрешить внести изменения, это подсвечивается. Теперь это файл Python с расширением .py. Кликаем по нему правой кнопкой мыши, Edit with Idle. У вас здесь будет просто одна запись, так как у меня здесь несколько пайтонов установлено. Я запускаю Edit with Idle 3.9. Idle — это встроенная среда разработки, текстовый редактор. Он запускается, и вы здесь можете писать уже свой код. Давайте запишем здесь простую команду print. Так, что-нибудь IMPython. И запустим его на исполнение. Как это сделать? Нажимаете Run модуль. Есть. И он исполняется в консоли редактора Idle. То есть выводится на экран надпись, которая запущена при помощи функции print. Настройка среды разработки, то есть цветовая гамма, фон и так далее, находится здесь. Options. Так, Configure Idle. Здесь можете поменять размер шрифта. Вот этот пунктик не трогайте. Это длина таба одного, 4 пробела ставит. И здесь в General включается-отключается нумерация строк. Во вкладке Highlights можете изменить цветовую гамму. И еще несколько способов, как запустить файл Python. Открываем, к примеру, PowerShell. Командную строку, неважно. Так. Кроме того, что вы можете кликнуть по файлику 2 раза и запустить его как обычную программу, она сразу же закрывается, просто потому что там очень короткий код. Или вы можете открыть отдельно командную строку или PowerShell, к примеру, перетянув сюда. И нажав Enter, исполняется код в файле. На этом, в принципе, все. Урок про установку закончен. Переходите на канал для дальнейшего обучения программированию на Python. Всего хорошего, до следующих встреч, пока.